Виктор Рыбин и Наталья Синчукова – одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. И одна из самых веселых. Где бы они ни появлялись, окружающие непременно улыбаются. Вероятно, именно потрясающее чувство юмора помогает супругам стойко принимать вызовы, которые бросает им судьба. Пара переживает не лучшие времена, но это мелочь по сравнению с тем, через что они прошли вместе. Про них всегда говорят так: красивая пара, крепкий брак, нашли друг друга. Но мало кто знает, какой ценой им даются эти характеристики. Рыбин и Синчукова пережили многое: разрушенную семью, аборт, онкологическое заболевание у обоих. А теперь им грозит банкротство. Вместе они уже более 30 лет, и если разобрать их жизнь на детали, то становится ясно. Виктор и Наталья держатся не благодаря, а вопреки. Познакомились они в 1990 году в Олимпийском. Он был старше ее на 8 лет, был уже знаменит на всю страну, но не был свободен, женат, маленькая дочка. Сейчас Наталья вспоминает об этом, прикрывая глаза. По сути, она увела его из семьи. Представить себе не могла, как разрушить чужую семью, да еще и с ребенком. Головой она понимала, что все это неправильно, но отпускать его было невыносимо. Но обо всем по порядку. Виктор Рыбин родился в подмосковном Долгопрудном, в семье рабочего и воспитательницы детского сада. Уже в детстве мальчик перенес первое серьезное испытание. Когда ему только исполнилось 7, отец в пылу ссоры с матерью сам себя ударил ножом. Смерть была не мгновенной. Вызвали скорую, мама потеряла сознание, после этого состояла на учете в психдиспансере, рассказывал Рыбин в программе «Секрет на миллион». В конце жизни мать Виктора страдала от болезни Альцгеймера. Виктор с детства не отличался примерным поведением. От кривой дорожки и пагубных привычек его спасли служба в ВМФ и музыка. В 1987-м Рыбин вместе со школьным приятелем основал группу «Дюна», ни много ни мало, на базе Московской филармонии. Так начался стремительный путь к успеху. «Дюна» выступала на разогреве у популярных певцов, а совсем скоро прославилась на всю страну хитом «Лимония». Народу также полюбились «Море пива», «Привет с Большого Бодуна» и другие, может и незамысловатые, но такие понятные композиции группы. Впервые Рыбин женился еще в юности. Ранний брак, которого музыкант называет союзом малолеток, продержался совсем недолго. Виктор окончил школу мичманов и по распределению поехал на Камчатку. Жить там с мужем 18-летняя москвичка Екатерина была совершенно не готова. Ну и Виктор попивать еще начал. В итоге юная Катя взяла билеты и тайком улетела в Москву. Через 3 года Виктор женился снова. Второй женой певца стала Елена, свадьба с которой состоялась в 1985 году. Вскоре в семье родилась дочь Мария. В детстве девочка освоила игру на баяне. Впоследствии отучилась в школе милиции, после чего устроилась работать инспектором по делам несовершеннолетних. В 1990 году на фестивале «Звуковая дорожка» Виктор познакомился с молодой танцовщицей Натальей Синчуковой, с которой вскоре начал встречаться. Позже девушка по настоянию Виктора занялась вокалом с преподавателем из ГИТИСа. В 1994 году бывшая танцовщица вышла на сцену в качестве солистки с песнями «Доктор Петров», «Ты не Дон Жуан», «Небо номер 7». Так родилась певица Наталья Синчукова. Наталья и Виктор начали жить вместе, несмотря на то, что Рыбин состоял в браке с Еленой. Рыбин не мог решиться на развод из-за маленькой дочери. Для Натальи эти отношения стали пыткой. Она уходила, не желая встречаться с женатым мужчиной, но порвать с ним окончательно так и не смогла. Узнав о беременности, рожать в подобной ситуации не решилась. На вопрос, будем ли мы оставлять ребенка, он ответил: «Как решишь, так и будет». Она и решила – аборт. Рыбин сам отвез возлюбленную на аборт, и влюбленные вместе переживали эту боль. Но облегчение не наступило. У Натальи стало резко ухудшаться здоровье. Она похудела до 49 килограммов и стала похожа на тень. В отношениях пары начались испытания. Через год Синчукова ушла от Рыбина, но уже через сутки прибежала в слезах. Впереди было еще 8 трудных лет. В 1999 году она снова забеременела, и на этот раз роковую ошибку они не допустили. Мальчика назвали Васей. Сейчас он выглядит как настоящий мачо. Выучился на режиссера театрализованных представлений и подрабатывает моделью. Его мама и папа тем временем закрепили свой союз венчанием, но жизнь будто не простила им греха детоубийства. Несколько лет назад артисты столкнулись с новой проблемой. Наталья обнаружила на коже странное образование. Позже нечто подобное выявилось и у Виктора. Супруги всегда любили жариться на солнышке. Возможно, это спровоцировало рак кожи. У обоих врачи выявили базалиому. Рыбин и Синчукова вместе проходили курс лечения в подмосковной клинике. Каждый получил по 12 доз зонального облучения.
Звездный дуэт уверяет, что им удалось справиться с недугом, но они стоят на учете и должны наблюдаться у врача каждые 3 месяца. Конечно, жизнелюбия и оптимизма в семье поубавилось, но Рыбин и Синчукова продолжают бороться. Ситуация осложняется их материальными трудностями. Когда-то Виктор придумал себе слишком дорогое хобби. Он купил старый круизный теплоход с 34 каютами. На его восстановление Рыбин потратил почти все семейные сбережения и недавно признался, что судно сжирает все деньги. А заработать сейчас они не могут, концертов практически нет. Свой первый теплоход под названием «Дюна» Виктор построил много лет назад и продал другу. Второй трехпалубник приобрел на аукционе в Архангельске в полуразрушенном состоянии и в течение 2 лет реставрировал. Теперь он служит для семейства Рыбиных плавучей дачей. Корабль «Ломоносов» вместимостью в 242 пассажира был построен в 1962 году в Венгрии. Многие детали пришлось воссоздавать с нуля, но остались и оригинальные элементы интерьера. Интерьер выполнен полностью из ценных пород дерева. В салоне для отдыха стоит оригинальный рояль и глобус тех времен. На все работы было потрачено чуть больше $1 миллиарда. У каждого на корабле есть собственная каюта, а также столовая, в которой семья иногда выступает, комната для дискотек, ну и, конечно же, рубка. Иногда хозяева сдают его под проведение свадеб и юбилеев. В подмосковном яхт-порту у семейства Рыбиных стоят катер «Наташа» и раритетный катер «Волга». По словам хозяина, «Волгу» он выиграл на торгах в 2002 году за 396 тысяч рублей и вложил в реставрацию более $1 миллиарда. Свое детство Виктор провел в коммунальных квартирах. Сначала жил с мамой и ее сестрой, которые в этой же коммуналке держали коз, потом переехали в другую. После смерти отца в 1970 году поселились в хрущевке, в которой прожили почти 25 лет. Позднее Виктор начал строительство своего собственного дома. В 3 минутах ходьбы от яхт-клуба на Клязьме в поселке Рыбинский проезд, рядом с городом Долгопрудный, расположен 3-этажный особняк семейства Рыбиных-Синчуковых. На 1-м этаже расположилась просторная кухня с обеденной. Здесь семейство каждое утро собирается на завтрак. Кухонные гарнитуры и вся мебель выполнены из качественных и натуральных материалов. Очень просторная мансарда разделена на несколько жилых и хозяйственных зон. Здесь и просторная гостиная с мягкими диванами, библиотека, гардеробная, где хранится весь сценический инвентарь, туалетная комната с джакузи. В доме имеется и небольшая репетиционная, где Василий с отцом играют на барабанах. Все материалы для постройки этого особняка были привезены из Португалии. Когда-то Рыбин вложил деньги в строительство спортивного комплекса в Долгопрудном, но случился 2008 год и проект заморозили. Вначале Виктор хотел, чтобы это был дворец единоборств, но когда случился кризис, ему предложили построить там торговый центр. В итоге нет ни того, ни другого, а есть куча долгов. Землю с недостроем Рыбин выставил на продажу за 129 миллионов рублей. Но надежды, что ее кто-то купит, сейчас практически нет. Вероятнее всего, объект будет списан за долги, которые неизбежно образуются у четы Рыбина и Синчуковой. Друзья, давайте пожелаем Виктору и Наталье, чтобы семейный очаг всегда был наполнен теплом, уютом и настоящей любовью. И пусть в жизни ждут лишь невероятные заботы, но только очень приятные и долгожданные. Счастья вам и любви!